Салют, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий. Я, как бы сказать, музыкальный критик, а также заведующий живым уголком. Вот этот самый живой уголок у нас сейчас пребывает в летнем таком полуканикулярном состоянии. Поэтому вместо того, чтобы стримиться прямым эфиром, я вам просто наговариваю, как всегда, естественно, без бумажки, без шпаргалки, наговариваю всякие монологи про знаменитых людей, с которыми жизнь меня в то или иное время сводила. Ну и сегодня у нас будет довольно редкая история, а именно у нас будут иностранные артисты. Ну, двое иностранных артистов, по-моему, уже отоварились моими рассказами. Это Пол Маккартни и это Дэвид Боуи. Так что про них я больше рассказывать не буду, если не возникнет какой-нибудь специальный повод. А расскажу вам сегодня про свое знакомство и свои приключения с группой U2. Все вы знаете прекрасно эту ирландскую группу, самая известная, конечно, ирландская группа в истории, вообще одна из самых известных рок-групп в мире. Я пытался вспомнить, при каких обстоятельствах, как я познакомился с U2. И, честно говоря, вспомнить вот конкретные детали нашего знакомства я не могу. Имеется в моей жизни один такой не очень известный факт, который заключается в том, что я примерно год, а именно с начала осени 1989 года по, наверное, конец лета 1990 года жил в Англии, жил в городе Лондоне. В этот период, я там дописывал, а потом раскручивал свою вторую книгу «Тусовка», что-то делал на телевидении, на BBC, на 4 канале и так далее. В общем, очень мило жил, общался при этом с разными музыкантами и прочими замечательными людьми. В том числе периодически засылал из Лондона видеоматериалы для советского телевидения, а именно для программы «А», которая в то время шла на 1 канале, и я у них там был таким как бы внештатным корреспондентом. В частности, я таким образом впервые предъявил советской публике Севу Новгородцева, которого пригласил к себе домой, и мы там с ним сидели у камина, и я его расспрашивал про его, интересную жизнь. Или, например, группа Депеш Мод. Я знал, что эта группа невероятно популярна в СССР, а я с ними был знаком, и я договорился о том, что я приду к ним на репетиционную базу с камерой и сделаю с ними интервью. Так и произошло. В программе «А» это интервью было показано. Среди массы всяких событий, знакомств и так далее, я думаю, что это произошло через Пола МакГинниса. А Пол МакГиннис – это такой знаменитый, легендарный менеджер. Он был менеджером U2, он также был менеджером и других групп, он также был менеджером моей любимейшей девушки Пи-Джей Харви. Я думаю, что как-то благодаря Полу МакГиннису я познакомился с U2, и мы пообщались, и как-то друг другу понравились. U2 пригласили меня встретить с ними Новый год. Новый 1990 год. Они меня пригласили в Дублин. У них тогда, шел концертный тур под названием Love Town, потому что была заглавная песня этого тура, песня, в которой им подыгрывал великий блюзовый гитарист Би.Би. Кинг. Песня называлась «When Love Comes to Town», когда любовь приходит в город. Love Town тур, и он, проходил в новогодний период через родной город U2, город Дублин. Там были концерты 30 и 31 декабря. И ютушники меня, на эти концерты в Дублин пригласили. Я, естественно, был крайне благодарен.
Вот, тем более, что это был мой первый визит в Дублин. После этого я еще несколько раз там бывал, но это был первый визит. А Дублин очень обаятельный город. Вообще говоря, русские люди должны себя в Ирландии чувствовать очень комфортно, потому что нет, по-моему, другой национальности, ну, в Европе, по крайней мере, которые так были бы сильно похожи на русских, как ирландцы. Вот, особенно в том, что касается досуга, пьянства и так далее. То есть я себя много раз ловил на мысли, сидя в каких-то ирландских барах и пабах, вот, что я нахожусь вообще где-то то ли там в ленинградском Сайгоне, то ли в московской яме в какой-нибудь. Вот, и только странно, что люди говорят не на русском. А так все примерно то же самое. Ну ладно, это у меня было такое маленькое лирическое отступление. Значит, приехал я в город Дублин и, значит, пошел там на эти концерты U2. Это было в таком огромном зале среди доков и так далее. Как это место называлось? Ну, какой-то point, какая-то точка, по-моему. То ли там Port Point, то ли там... Но точно не PowerPoint. Концерты были отличные, и потом после концерта, естественно, отмечание Нового года в гримерно-артистических, да еще и с Биби Кингом, помимо Бона Эджа, и всей честной компании. В общем, я думаю вообще, что это был, наверное, самый такой звездный Новый год в моей жизни. Вспоминая всю эту историю, вот сейчас вот, перед тем, как на вас все вывалить, вот, я впервые задался вопросом, а нафиг вообще это все было нужно группе U2? Потому что, в общем-то, я для них ничего полезного не делал и не сделал. Единственное, я записал с ними большое интервью, которое было опубликовано в газете, прости господи, «Комсомольская правда». Но тогда это еще был Советский Союз, 90-й год. «Комсомольская правда» была самой прогрессивной тогда советской газетой. Там работали Юрий Чикачихин, Дмитрий Муратов, там еще всякие великие журналисты. В общем, это была прекрасная газета, так что совершенно не стыдно было мне для нее взять интервью у U2. Но кроме этого, по-моему, ничего такого интересного я для U2 не сделал. Так что мне кажется, что, может быть, просто... они меня притащили и со мной там таскались, возились. Ну, может быть, просто потому, что я им понравился. Не знаю. Но время мы проводили, на самом деле, очень хорошо. Потому что я помню, значит, уже после Нового года, уже в период такого общего легкого похмелья, я поехал в гости к Эджу, гитаристу. Жил он уже за Дублином, к югу от Дублина, но на берегу моря. Там красивейшие скалы, вся эта пресловутая ирландская зелень и так далее. Вот, очень там было здорово. И на что я еще обратил внимание, что ездил Эдж, и вот в частности возил меня к себе в гости, а потом обратно еще. Нет, обратно, по-моему, я на такси ехал. На машине Volkswagen Polo. Это была, правда, какая-то навороченная версия, там типа Volkswagen Polo GT или там что-то такое, но все равно Volkswagen Polo, а не какой-нибудь там этот Ferrari, Lamborghini или там на худой конец Mercedes. Вот. Ну и вообще, они, конечно, замечательные ребята, очень простые, очень веселые, при этом серьезные, умные и так далее. В общем, такая просто... Ну, вот я не знаю, как басист с барабанщиком, я с ними меньше общался, но и Боно, и Эдж, они просто вот по-человечески производили прекрасное впечатление. Потом наши с ними отношения, в общем-то, продолжались, но так в основном на уровне переписки, перезвонки. В следующий раз я к ним приехал уже где-то в конце 90-х, по-моему, и тут интересно было то, что я жил в их гостинице. То есть в какой-то момент U2, ну, может быть, не все U2, может быть, один Боно, вот, они купили отличную гостиницу, старинную, в центре Дублина под названием Кларидж, вот, и как бы превратили ее в такой рок-отель. И вот, значит, поселился я в этом самом ютушном Кларидже.
вот, что тоже было очень и очень мило. Чем я там занимался, я уже сейчас не припомню.